Атмосфера дает нам воздух и защищает от вредного воздействия солнечных лучей. Благодаря своей массе и земному притяжению она удерживается вокруг планеты и не уносится в космическое пространство. Кроме того, слои атмосферы толщиной около 480 километров служат щитом, защищающим нас от бомбардировки странствующими в космосе метеорами. Атмосфера состоит из смеси 10 различных газов, преимущественно азота – около 78% и кислорода – 21%. Оставшийся 1% приходится в основном на долю аргона плюс небольшие количества углекислого газа, гелия и неона. Данные газы являются инертными, а это означает, что они не вступают в химические реакции с другими веществами. Крошечную долю атмосферы составляют также двуокись серы, аммиак, угарный газ, озон, родственный кислороду газ и водяные пары. И, наконец, в атмосфере содержатся загрязняющие вещества, такие как газообразные загрязнения, частицы дыма, соль, пыль и вулканический пепел. Эта смесь газов и мельчайших твердых частиц состоит из 4 основных слоев – тропосферы, стратосферы, мезосферы и термосферы. Первый слой, тропосфера, является самым тонким, заканчивается на высоте около 12 километров над землей, но даже этот потолок непреодолим для самолетов, которые летают, как правило, на высоте 9-11 километров. Это самый теплый слой, поскольку солнечные лучи отражаются от земной поверхности и нагревают воздух. По мере удаления от Земли температура воздуха падает до примерно минус 55 градусов Цельсия в верхней части тропосферы. Далее идет стратосфера, которая простирается до высоты около 50 километров над поверхностью Земли. В верхней части тропосферы находится концентрированный озоновый слой. Здесь температура выше, чем в тропосфере, так как озон задерживает значительную часть губительных солнечных ультрафиолетовых лучей. Однако ученые обеспокоены тем, что если мы будем продолжать загрязнять атмосферу, то повредим озоновый слой и утратим свой защитный экран. Над стратосферой на высоте примерно 50-70 километров над поверхностью Земли находится мезосфера. В пределах мезосферы при температуре около минус 225 градусов Цельсия имеется мезопауза, самая холодная область во всей атмосфере. Здесь так холодно, что образуются облака изо льда, которые можно наблюдать только поздно вечером, когда заходящее солнце подсвечивает их снизу. Метеоры, летящие по направлению к Земле, обычно сгорают при прохождении через мезосферу. Несмотря на то, что воздух здесь очень разрежен, трение, возникающее при столкновении метеора с молекулами кислорода, создает сверхвысокую температуру. Последний основной слой атмосферы, отделяющий Землю от космоса, называется термосферой. Он находится на высоте примерно 100 километров от земной поверхности и состоит из ионосферы и магнитосферы. В ионосфере солнечная радиация вызывает ионизацию. Именно здесь частицы получают электрический заряд. Когда они проносятся через атмосферу, можно наблюдать находящееся на большой высоте полярное сияние. Кроме того, ионосфера отражает радиоволны, обеспечивая возможность дальней радиосвязи. Выше ионосферы расположена магнитосфера, которая представляет собой наружный край магнитного поля Земли. Она действует как гигантский магнит и защищает Землю, улавливая частицы большой энергии. Термосфера имеет наименьшую плотность среди всех слоев атмосферы. Плотность – это густота расположения молекул в веществе, и по мере удаления от Земли плотность атмосферы уменьшается. В самом верхнем слое термосферы, который называется экзосфера, молекулы находятся так далеко друг от друга, что в конечном итоге атмосфера постепенно исчезает и сливается с космическим пространством. Системы формирования погоды всего мира находятся в тропосфере. Они возникли в результате совместного воздействия на атмосферу солнечной радиации и вращения Земли. Движение воздуха, которое мы знаем как ветер, происходит тогда, когда теплые воздушные массы поднимаются вверх, а холодный воздух как бы засасывается под их слой. Воздух больше всего прогревается на экваторе, где Солнце находится в зените, и становится холоднее по мере приближения к северному или южному полюсу. Другая часть тропосферы и часть атмосферы, обеспечивающая жизнь, называется биосферой. Она простирается от высоты птичьего полета до поверхности Земли и далее, в океанские глубины. В границах биосферы происходит тонкий процесс обеспечения гармонии между растительной и животной жизнью.
Вдыхая воздух, животные потребляют кислород и выдыхают углекислый газ. Зеленые растения впитывают углекислый газ и в результате процесса, называемого фотосинтез, используют энергию солнечного света для выделения кислорода в воздух. Так обеспечивается замкнутый цикл, от которого зависит выживание всех животных и растений. Атмосфера позволяла сохранять это естественное равновесие в течение сотен тысяч лет, однако теперь этому источнику жизни и защиты серьезно угрожают последствия деятельности человека. Парниковый эффект, глобальное потепление климата, загрязнение воздуха, утоньшение озонового слоя и кислотные дожди. В результате всемирной индустриализации за последние 200 лет нарушился пропорциональный состав газов, необходимый для сбалансированной атмосферы. Сжигание ископаемых видов топлива, угля, нефти, природного газа привело к колоссальным выбросам двуокиси углерода и других газов, особенно после появления автомобилей в конце XIX века. Прогресс в области агротехники также повлек за собой увеличение количества метана и оксидов азота, поступающего в атмосферу. Эти газы, уже присутствующие в атмосфере, задерживают тепло солнечных лучей, отражающихся от поверхности Земли. Если бы их не было, на Земле царил бы такой холод, что океаны бы замерзли, а все живые организмы погибли бы. Однако, когда содержание газов увеличивается из-за загрязнения воздуха, слишком большое количество тепла удерживается в атмосфере, что приводит к потеплению климата во всем мире. В результате только за последнее столетие средняя температура на планете увеличилась на полградуса Цельсия. Сегодня ученые прогнозируют дальнейшее потепление примерно на 1,5–4,5 градуса Цельсия к середине нынешнего века. По оценкам, более миллиарда людей дышат сегодня воздухом, сильно зараженным вредными газами. В основном речь идет об угарном газе и сернистом ангидриде, являющимися побочными продуктами производственных процессов. Это стало причиной резкого увеличения количества заболеваний грудной клетки и легких, особенно среди детей и пожилых людей. Тревогу вызывает и возросшее количество людей, страдающих от раковых заболеваний кожи. Это результат воздействия ультрафиолетовых лучей Солнца, проникающих через разрушенный озоновый слой. Озоновый слой в стратосфере защищает нас путем поглощения ультрафиолетовых солнечных лучей. Однако современное широкое применение во всем мире хлор и фторсодержащих углеводородов, используемых в аэрозольных баллончиках и холодильниках, а также многих видов бытовой химии и полистирола привело к тому, что поступающее в воздух количество таких газов превышает поглощающие возможности атмосферы. По мере подъема вверх эти газы распадаются и образуют хлор, который в свою очередь разрушает озон. Исследователи Антарктиды впервые сообщили об этом явлении в 1985 году, когда над частью южного полушария образовалась дыра в озоновом слое. Если это произойдет и в других местах планеты, мы будем подвергаться более интенсивному воздействию вредного излучения. В 1995 году ученые сообщили тревожную весть о появлении озоновой дыры над Арктикой и частью Северной Европы. Кислотный дождь образуется в результате реакции сернистого ангидрида и окислов азота с водяными парами в атмосфере. В местах выпадения кислотных дождей погибают растения, деревья, животные и рыбы. Известны случаи, когда кислотные дожди уничтожали целые леса. Более того, кислотные дожди вливаются в озера и реки, распространяя свое пагубное воздействие на большие площади и убивая даже мельчайшие формы жизни. Нарушение природного баланса атмосферы чреваты крайне негативными последствиями. Предполагается, что уровень Мирового океана повысится в результате глобального потепления, что приведет к затоплению низин суши. Такие города, как Лондон и Нью-Йорк, могут пострадать от наводнений. Это повлечет многочисленные жертвы, возникновение эпидемий и серьезных заболеваний в связи с заражением водных ресурсов. Изменится карта выпадения дождей, и огромные территории будут испытывать засуху, что вызовет повсеместный голод. За все это придется расплачиваться огромным количеством человеческих жизней. Сегодня все большее количество людей задумывается над проблемами окружающей среды, и правительства многих стран мира уделяют пристальное внимание вопросам экологии. Такие проблемы, как рациональное использование энергии, решаются в глобальном масштабе.
Если мы будем потреблять меньше электроэнергии и ездить на несколько километров меньше, нам удастся сократить количество ископаемых видов топлива, используемого для производства электричества, бензина и дизельного топлива. Во многих странах работают над использованием альтернативных источников энергии, включая энергию ветра и солнечную энергию. Однако они еще не скоро смогут заменить ископаемое топливо в широком масштабе. Деревья, как и другие растения, преобразуют углекислый газ в кислород и играют жизненно важную роль в регулировании содержания парниковых газов в атмосфере. В Южной Америке вырубаются колоссальные количества тропического леса с целью получения лесоматериалов или расчистки пастбищ. Уничтожение миллионов квадратных километров леса означает поступление меньшего количества кислорода в атмосферу и скопление большего количества углекислого газа, создающего эффект тепловой ловушки. Во всем мире проходят кампании с целью убедить правительства соответствующих стран прекратить уничтожение тропических лесов. Население может помочь этому, если откажется от приобретения древесины лиственных пород тропических лесов и тем самым снизит спрос на нее. В некоторых странах предпринимаются попытки восстановить природный баланс путем поощрения и субсидирования посадки деревьев. Однако мы больше не можем быть уверены в чистоте воздуха, которым мы дышим. Благодаря давлению со стороны общественности постепенно сокращается применение ХФУ, а вместо них используются альтернативные химические вещества. И тем не менее атмосфера по-прежнему в опасности. Необходимо обеспечить жесткий контроль над действиями человека, чтобы гарантировать безоблачное будущее нашей атмосферы.